Написал мне сегодня утром Константин из Рутгервуд. Это место, где работает Сережа. Доброе утро. Наберите, пожалуйста, как сможете переговорить по Сереже. Не знаю, кажется, что там все не очень хорошо. Всем привет! Это канал Слово Пацана. История про парня по имени Сережа, трансформация личности, которая была у нас на канале. Мы думали, что она благополучно завершена, но нет. Буквально на днях позвонил его работодатель Константин, который взял его к себе на работу здесь, в Москве. Позвонил нам и сказал, что все не очень хорошо. Срочное включение. Прямо сейчас я нахожусь, за моей спиной дверь. Это дверь в квартиру к учительнице Мусты Натальи. Был просто миллиард сообщений, писем, вопросов, что с ней стало, как сложилась жизнь. Мы аж 3 года назад снимали про нее ролик, и сейчас я стою, и вот там вот дверь, она даже немножко приоткрыта. История неоднозначная, история непростая во многом, и покажем, что стало на канале Слово Пацана 2.0. Большая просьба, под роликом будет ссылка на канал, подпишитесь. Нам нужно время, чтобы смонтировать это видео и там его выложить. И хочется, чтобы на втором канале было больше зрителей, чем там есть сейчас. Сейчас там 1300, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте договоримся так. 400-500 тысяч подписчиков на втором канале. И мы выкладываем ролик, долгожданный для многих, важный для нас. Рассказ про эту ситуацию, что случилось, что стало с квартирой, с Натальей спустя 3 года. Мы приехали в место, где работает Сережа. Это работа, которую мы смогли ему найти. Работа, которую предложил ему зритель нашего канала. Сережа работает в столярном цеху по производству мебели. И сколько уже, несколько месяцев уже прошло. Когда мы приезжали, еще было холодно, зима была. А сейчас вон мы в футболочках ходим. Но он не ждет нас, что мы к нему приехали. Мы довольно давно не виделись, хотя так на связи. Мы приехали с ним на такой, по сути, разговор по душам. Об этом попросил Константин, его работодатель, наш зритель. И этот разговор будет очень важный, серьезный. И я не знаю, сейчас поговорим, и сейчас, наверное, будет много чего понятно. А вон Сережа, смотри. Опа-на. Он вообще не понял. Да ну, говорит, все, я ухожу. Но он нас вообще не ожидал увидеть. Да, что-то какой-то расстроенный, что ли. Наше появление... Здорово. Че А ты что скрылся-то? Что-то внезапно. Внезапно. Ну, мы всегда внезапно появляемся, обратил внимание. Мы даже можем, когда ты спишь, к тебе приехать. Шоколад. Не, спасибо. Спасибо. Как у тебя дела? Хорошо. Грязный, Да. рабочий вид. Каждый день работаешь? Ну, тебе нравится? Нормально. Не жалуюсь. Понятно. Сережа – это парень, жизнь которого не сложилась буквально с его самого рождения. Трудное детство, им не занимались совершенно родители. Он все время проводил время в интернатах, шлялся по улицам, был предоставлен сам себе, попрошайничал. И потом закрылся в своем мире, в виртуальном мире. Именно в этот момент мы его и встретили. Это было год назад. Он жил с бабушкой и мамой в квартире, где прям совсем плохо, грязно, темно. И с нашим появлением у него появилась возможность перейти в совершенно другую жизнь. Обычную для многих из вас, но совершенно новую для него. В свои 24 года он весил 44 килограмма. То есть был реально худой, потому что он практически не ел, ему нечего было есть. Мы постарались изменить его жизнь и стали давать ему некоторые возможности. Он получил работу и стал работать у тети Гали, помогать ей по хозяйству. Потом у него появилась другая работа. Он переехал от своей бабушки и мамы на квартиру, которую мы ему сняли. У него уже появился, по крайней мере, нормальный мир вокруг него. Он стал заниматься спортом, и его вес стал подниматься. В общем, Сережа стал меняться. Но в какой-то момент все это, знаете, так застопорилось и остановилось. Нам показалось, что здесь нужно уже окончательно дать вспышку, зажечь всю эту историю и дать ему совершенно другую возможность. Он переехал в большой, крупный мегаполис, столицу нашей страны, Москву. Этот финал
он не просто такой был нами придуман. Сережа переместился в совершенно новый и более яркий для него мир. И самое главное, у него появилась возможность самому зарабатывать, жить обособленно, отдельно и, в принципе, зацепиться. И дальше уже получить некое развитие и идти по жизни туда, куда он захочет. Но здесь многое, да и вообще все, уже должно зависеть от него. Знаешь, у меня такое чувство, что он вообще не в курсе, что что-то происходит. Потому что это уже не первая ситуация, когда у Сережи все на работе здесь нехорошо. Месяц назад была такая же ситуация, ну, похожая. Мне звонил Константин и говорит, что мы с ним серьезно поговорили, и как бы он очень переживал, что его там могут уволить, и мы с ним поговорили, и, в общем, дали ему какой-то там шанс, возможность. Привет. Привет. Мы совершенно спонтанно появились для Сережи. Нам бы с ним поговорить. Где? Можно, да? Мы это сделаем. Пойдем вот сюда, смотри, здесь тачка есть. Расскажи про свою жизнь. Мы с тобой давно не виделись вживую. Как у тебя протекает твоя жизнь? Что тебе нравится, что не нравится? Какие трудности? Ну, как говорится, нравится то, что получается. То, что не получается, не нравится. А что у тебя получается? Что-то получается. Если говорят там, вот это шлифуй без проблем. Это. Вот недавно шоколадницу я ее называю. Кромку сделать, я не знаю. Потом губочки пройтись там, кромку эту. Чтобы, все идеально было, все гладко. Потом еще машинка пройтись, там, наждачкой, и все, готово. Потом еще сверху. А что не получается? Не получается пока в процессе пилить, красить. На самом деле вот это вот все, смешивание вот это вот всех цветов, полировка. Там всякие там лаки, вот эти вот грунты, вот это вот все смешивать надо, вот это, А ты чему-то научился прям такому, что вот действительно стоящее? Я думаю, нет. Чего мы приехали-то к тебе? Мы не планировали к тебе приехать, на самом деле. Позвонил Константин, вчера прям буквально, и сказал, что ты не справляешься с работой, и что дело не в том, что ты там плохо что-то делаешь, а в твоем каком-то отношении к работе. И он говорит, что вот он хотел бы тебя уволить. Вчера сказал? Угу. Сейчас вот пообщавшись с тобой, я вижу, что ты эту проблему не видишь. Или все нормально. Но он рассказал мне, что у тебя отношение к работе, тебе это не главное, что ты все время зависаешь в каких-то там соцсетях, отвлекаешься, думаешь только об этом и все такое прочее. Он говорит, мне такие работники не нужны. Почему только я тут зависаю? А вопрос не про других, мы сейчас говорим только про тебя. Да. Ты приехал в Москву, тебе нужно платить за жилье, для этого мы смогли найти тебе работу. Это не так просто. В своем городе ты пытался найти работу сам, у тебя это не получилось. Мы предложили тебе работу в другом городе специально, чтобы дать более яркую жизнь. Ты понимаешь, мы с тобой много про это говорили. Тебе же нравится здесь, согласись, что здесь круто. По-другому, да? Здесь, да, хорошо. Прихожу вовремя, даже до ночи работаю. Да, но интересно узнать мнение Кости на этот счет, с ним поговорить. Мы сейчас еще поговорим с ним вживую, не только по телефону. Я, собственно говоря, никаких секретов нет. Я Сереже сказал, что ты вчера мне звонил. Если сейчас чудо не случится, и Сережа совсем там не возьмется за ум, то все. А в чем конкретные претензии? Потому что Сережа все-таки, и он не врет, я сейчас вижу, он говорит, его такая позиция, что он делает как может, он старается где-то или нет. Ром, не надо делать как можешь, надо делать как правильно. Понимаешь? Вопрос в том, что человеку доносит информацию. Он ее не впитывает абсолютно. Потому что у него мозг занят другими делами. Просто вчера, повторюсь, чтобы ваши подписчики знали. Вчера он на очень ответственном монтаже. Причем это не просто монтаж, а супермонтаж. Пусть мне кого-нибудь хоть покажет, кто тут в телефоне. У меня 2 студента сейчас на практике.
Они телефоны вообще убирают туда, потому что знают, что это нельзя на столярном производстве с телефонами ходить там что-то какие-то. У нее задача не в том, чтобы научиться и познать столярное дело, ну, условно там... Ну, или, по крайней мере, да. Ладно, мы уже не говорим про познать прям столярное дело, по крайней мере... Да, он же приходил, я же ему говорил, ты будь мужиком, ты хоть расправься, ты посмотри, как ходишь, ну, элементарно. Я ему говорю фразу, ты сам себя любить не будешь, тебя никто любить не будет. Это в хорошем понимании этого слова, понимаешь? Пока ты сам себя уважать не начнешь, неужели ты думаешь, что весь мир вокруг тебя? Да ты в этом мире, а не мир вокруг тебя, еще раз объясняю. Ну, извини меня, когда... Уже Сережа, я говорю, Сереж, он говорит, да пусть просто ходит где-нибудь и все, понимаешь? Потому что тебе что не дай, ты везде накосячишь. Ты сам говоришь, ой, я запомнить не могу. А почему ты запомнить не можешь? Потому что у тебя башка другим забита. Зачем ты тратишь наше время? Вот и все, весь вопрос. Я тебе это говорил месяц назад. Помнишь, ты у меня в кабинете сидел? Я тебе говорю, ты поставь хоть какую-то цель в своей жизни. И иди маленькими шагами к ней. Не надо этих виртуальных целей, чтобы потом разочаровываться в жизни. У тебя везде детский сад. Ты вырасти, ты выйди из этого зоны-то, детского сада-то. Мы открыты, ты видишь, тебя готовы обучать. Но с твоей стороны должно быть отношение и желание, понимаешь? Вот люди, кто со мной работает, пацаны, вот Влад, там, конструктор, ты его видел. Но он говорит, я за год узнал больше, чем за 5 лет в институте. Так а ты не хочешь этих знаний, понимаешь? У тебя вот день прошел и ближе к смерти, твой образ жизни, все. С другой стороны, и это неплохо, что у тебя есть какое-то свое увлечение там, и ты им чем-то там говоришь. Это неплохо. Надо просто разделять. Есть работа, есть увлечение. Можно забить на работу и пойти только в увлечение. Но так жизнь не складывается, к сожалению. Не получается так. Тогда ты просто погрязнешь и вот вернешься к тому, что было. Ну, поверь мне, я очень терпеливый человек. Но у меня чаша терпения уже тоже на грани. Я почему Роме вчера и позвонил? Потому что надо что-то делать. Или ты сам меняешься, или тогда тебе проще откатиться назад и переосмыслить им и дальше двигаться самого. Да, это единственный путь. Тут же за тебя никто не может. Понимаешь? Столько вокруг тебя людей объединилось. Самое интересное, что выглядит, как будто мы здесь стоим и нравоучением занимаемся, но мы здесь все втроем заинтересованы в том, чтобы был хороший результат. Мы не строим как-то, нам не хочется всех этих там жестких конфликтных ситуаций. Наоборот, хочется, чтобы было здорово, чтобы мы там дружили, чтобы друг другу помогали. Мы же здесь собрались поддержать тебя. Это жестко происходит сейчас. Вот Костя говорит жестко. Я там с какой-то своей дурацкой там моралью, такой моралист здесь собрался. Выглядит это хреново. Мне даже не нравится, как это выглядит, происходит. Но как есть. Да, хочется иногда заниматься своими любимыми делами, что тебе приносит удовольствие, супер-пупер. Но, к сожалению, ты иногда вынужденный работать, зарабатывать деньги, понимаешь? На данный момент я могу сказать, ты даже свои 40 тысяч не отрабатываешь. Ты просто тупо ходишь на работу. Вот и все. Все, давайте на связи. Еще увидимся. Хорошо. Все, спасибо. Пока. Ну иди сюда, что ты тебя боишься? Приободрить тебя хочу чуть-чуть. Но ты чувствуешь, что он действительно, старается тебя удержать? Старается дать тебе какой-то еще шанс, думаю, еще да. шанс? Если бы не было бы шанса, он мне просто сказал, все, до свидания. Уже давно бы тебя уволил, да? Мы вот эту работу тебе предложили, понимая, на самом деле, что, возможно, это не то, что прям вот точно 100% твое, но, по крайней мере, ту работу, которую, можно выполнять. И в дальнейшем иметь возможность просто прогрессировать в этой сфере, в любой другой, но закрепиться. В этом был смысл. У меня есть у тебя предложение, это твоя жизнь, да? Я считаю, что резко бросать сейчас эту работу, конечно, в этом нет смысла. Ты всегда ее успеешь бросить. Но мне кажется, что все-таки постараться шанс, который тебе дает Костя, еще раз использовать, один раз вот этот шанс, можно. Вот Костя сказал про твой телефон, твоя проблема, что нужно его вообще не доставать, не брать даже во время обеда на работе. Пришел на работу и сдал, не отложил, сдал свой телефон Косте, чтобы вообще даже желания не было забрать. Костя, буду уезжать, заберу. Но это ты должен сам сделать только. Это твоя... Делаю сам. Я тебе... Просто Косте будет, я думаю, даже приятно в этом смысле, что ты идешь уже, сам делаешь какие-то шаги к тому, чтобы... Я думаю, что он увидит, оценит и будет понимать, что ты пытаешься удержаться за свое место.
Да, может быть, я не знаю, даст ли это тебе какой-то, поможет ли тебе это, но, по крайней мере, ты уберешь свой наркотик некий, да, вот эту зависимость свою, физически лишишь себя ей, и, возможно, тогда у тебя действительно, как Костя говорит, у тебя голова будет занята тем, чтобы больше думать о работе, больше ей посвящать время, и, соответственно, в ней развиваться, может, ты станешь лучше, тебе это легче потом будет делать. Этот шпон уже там, да я пошел там, пошпонил это все, и все. Это я могу сделать. Ну и все, давай. Только я там надо рубашки наклеить вот эти вот все, скотчем вот эти вот. Его надо еще фуговать. Вот уже не первое слово Сережа говорит, которое я не знаю, фуговать там. Ну, молодец. Тебе нужно поработать над своей ответственностью, отношением к работе. И, по крайней мере, ты попытаешься. Не получится здесь, значит, ты останешься без работы в хостеле с каким-то там количеством денег и будешь дальше искать себе работу или уедешь обратно в свой город. Я не знаю, как сложится. Мы как бы можем тебя поддержать советом, словом. И ты знаешь, ты всегда можешь написать, позвонить. Мы можем с тобой встретиться, здесь вообще это все без проблем, там, да, мы находимся близко. А вот именно решать за тебя твои проблемы, это мы... Это я сам. Да, это мы пока отходим в сторону, и ты со своими проблемами справляешься сам. Ром, ты там долго? Нам снимать нужно идти. Да, у меня сейчас страховка закончилась, сейчас ОСАГО сделаю срочно. Слушай, ну это ты срочно не сделаешь, это не так быстро. Я раньше тоже так думал. Оказывается, оформить полис ОСАГО можно всего лишь за 2 минуты, вообще не выходя из дома. Вот смотри, помнишь раньше, как это было? Нужно иметь какого-то агента, потом нужно ждать, чтобы полисы вот эти бумажные были. Сейчас оформить полис ОСАГО в Тинькофф страховании можно буквально за пару минут и без необходимости посещать офис и без осмотра автомобиля. Вы просто рассчитываете стоимость полиса в онлайн-калькуляторе, оплачиваете онлайн и получаете полис по e-mail. А в случае ДТП Тинькофф страхование заплатит очень быстро. Просто заявите о случае в мобильном приложении Тинькофф, деньги придут на карту. А круглосуточная служба поддержки окажет помощь по телефону или в чате. Все очень быстро, удобно и понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Неловкий момент. Здрасте. С Тинькофф страхования можно сэкономить не только время и деньги, но еще и получить ряд преимуществ. Подробнее о них ниже под роликом по ссылке в описании. Переходите по ссылке и оформляйте свой полис ОСАГО. Упрощайте жизнь с Тинькофф страхованием. Прошло пару недель с момента, как мы встретились с Сережей, с ним пообщались, и был такой разбор полетов. Сейчас мы находимся на вокзале, и вот-вот он должен приехать обратно в Москву. Оказывается, он уезжал на неделю. Мы его ждем его поезд, и потом отправимся с ним на его место работы, узнаем, как теперь обстоят дела и поменялось ли что-то. Так. Спасибо. Спасибо, что смотришь. Мы никуда не едем, мы ждем пассажира. Как будто бы это было давно, как будто как дежавю. Мы один раз уже с Сережей встречались здесь, на вокзале, но тогда он приезжал в Москву первый раз в своей жизни. Жесть, конечно. Что дорог? О, Кремль. Вон часы. Ой, ё. Ё-моё, сколько здесь людей-то? Бизнесмены здесь ходят. Ну, вы поняли. Ох ты, ё. Какая красота. Красиво, слушай. Давай. Сейчас же, это далеко не первый раз, он уже путешествует сам, он уже едет в свой город, обратно возвращается. Более того, он даже тут на самолете летал. Сам вдруг инициативу проявил, с кому-то там съездил, слетал, встретился. Вообще он должен был вчера еще приехать. Ты знаешь? Да, теперь уже знаю. Он проспал. Я увижу. Видишь, да? Да. Значит, приехал. Все, это хорошая новость. А где? А, вот, здорово. Здорово. Привет. Можно с вами? Да, можно, конечно.
Спасибо. Спасибо. Ну пойдем. Ну что, встретили мы Сережу. Такой он, конечно, интересный. Ты как странник. Слушай, а я обратил внимание, что ты часто, ну там, в капюшоне, знаешь, типа, в маске в какой-то даже находишь. Это почему? Ты, типа, закрыться хочется или просто? Стилек такой? Как сгонял домой? А? В баньке был вчера. В баньке был? Слушай, а ты уже нормально ориентируешься? По Москве вообще норм. Ну как бы вот так вот. Ты понимаешь, куда идти, да, здесь с вокзала? На метро знаю. Ну, если я запутаюсь, у меня же телефон есть, правильно, да? Но ты, короче, можешь, да, легко разобраться, и вообще с этим проблем нет у тебя. Хорошо. Летал вообще ты, да? Нам, главное, ничего не сказал. Взял, короче, полетел втихаря. Но мы тебя за это хвалим, молодец. У тебя сегодня какие планы? На работу доехать. На работу доехать. Ну все, мы с тобой. Можно? Так, мы подъехали на Сережное место работы. Кстати говоря, у них компания переехала. Теперь у них производство немножко в другом месте. Мы тут не были ни разу. Другая база. Кстати, здесь удобней. С точки зрения логистики. Ну что, рассказывайте, как у вас дела? Ты лучше расскажи. Ты вот ездил в Волочок. Нет. Почему ты поехал туда? Видеться с бабушкой, с мамой. С Ванькой, вот. Мы были в баньке позавчера. Я катался на Субару. У тебя отпуск такой? Ну, типа того. Поздравляю с переездом. Привет. Тяжелый. Здесь все по-другому у вас. А мне кажется, здесь даже как-то лучше, нет? Да, здесь намного лучше. Уже обустроились? Ну да, уже как бы уже даже отгружаем. А покажешь производство? Надо. Не обязательно. Мы хотели, как Сережа работает, снимать там шпон, не шпон. Ну, типа рабочий день его. Рабочие дни его закончились, скажу так, как бы на полном серьезе. Потому что человек после последнего нашего разговора, он, в принципе, не услышал, не захотел слышать ничего. И я еще всегда даю последний шанс людям, потому что я принимаю конечное решение. Вот. А человек по факту не услышал вообще ничего. Когда вот мы последний раз общались. То есть ничего не наладилось, да? Ничего абсолютно. По поводу всех остальных моментов, это не его, ему это не надо, понимаешь? С нами его история закончилась. Все там деньги, что заработал, на карту отправили, и все. Какие-то еще есть деньги, которые нужно ему еще платить. Ну что, это немножко это неожиданно случилось. Я в любом случае, даже там, несмотря на весь такой сумбур, спасибо большое, что в этой ситуации все равно давал шансы. Сережа, я знаю, что вот как-то вот в кадре так может быть, что кто-то может подумать, что вот Константин жестко слишком поступил с Сережей. Я, наверное, на себя тот удар возьму, скажу, что это их взаимоотношения. И я просто знаю, что уже было несколько моментов, когда если бы Сережа пришел сюда, так скажем, не по знакомству, это бы закончилось значительно раньше. Но, видимо, это случилось сегодня и сейчас. Вот, слушай, ты тоже не расстраивайся сейчас. Это, знаешь, ничего в этом страшного нет. Вы наоборот, я думаю, что руки пожали и все, да. И пошли дальше по жизни. Все. Давай. Всякое бывает. Удачи. Не переживай. Да ладно, Что-то это... у меня есть деньги. Понятно. Как-то грустно все это, с одной стороны. С другой стороны, в этом это жизнь. И вот такой момент случился. Мы показываем это, некий этап такой, как есть. А что сейчас будешь? Работу искать какую-то? Попробуем. Вообще, я уже искал заранее еще. Ну, не нашел пока, но искал. А кем искал-то? Торговым, в магазине работать там. Товар раскладывать и так далее. Это несложно. Слушай, я уже говорил это раньше, я скажу сейчас. Мы тебя очень поддерживаем.
ты человек для нас, ну, чья судьба нам не безразлична, но тем не менее мы считаем, что будет правильно, если сейчас мы не будем вступать в твою историю очень плотно. То есть мы можем тебе какую-то найти еще работу, там, использовать свои возможности. Наверное, это будет неправильно, пусть ты сам сделаешь какие-то действия, ну, без обид, там, да, в нашу сторону. Мы тебя готовы поддержать в твоем выборе в любом случае. Константину спасибо, что он дал тебе такую возможность, не имея никаких обид на него. Он молодец, на самом деле, что он старался тебе многое дать, ну, просто вот ты говоришь, что тебе здесь сложно не сложилось. Может быть, это не твое. Но в любом случае сделай выводы из этой ситуации. Выводы обязательно сделай. Иногда нужно, знаешь, немножко откатиться назад, чтобы пойти вперед. Главное, выводы правильно из этого Да, сделать. есть такое слово. Лучше откатиться назад один раз, чем потом на 2 шага вперед. Давай. Теперь от тебя зависит многое. Вот такая вот ситуация у нас произошла, во многом неожиданная. Мы, честно говоря, изначально думали, что все налажено у Сереги, и сейчас будет такое движение типа вверх. Но сейчас случился такой неожиданный новый этап в его жизни. Он сейчас пока что временно остается без работы. Теперь он сам будет искать работу, теперь он сам будет планировать свой бюджет, свои, не знаю, там, силы, время. Это, на самом деле, большой вызов. И что, будет здорово, если вы поддержите его в комментариях. Мы с своей стороны считаем, что сейчас с нашей стороны правильная поддержка. Это вот мы какие-то слова напутствия Сереже сказали, а дальше пусть он сам постарается этот путь, эту ситуацию пройти. Это будет для тебя на пользу. Вот на 100% я вот верю, что именно так и нужно. Ты будешь сейчас искать работу. Ну давай посмотрим. В любом случае, как у тебя все это получится, попозже, когда-нибудь, там, спустя какой-то этап, мы покажем, как у тебя там случилось, сложилось. Добро? Ну, ты справишься? Я в себя верю. Веришь? Хорошо. Ну давай, тебе успехов. Давай, братан. Нормально, слушай, Сережа, оператор. Ну, подучиться надо. Конечно, я вообще думаю, Сереж, ты бы мог бы. Кстати, не хочешь на работу, Дим? Извини, все. Пока. Да. Теперь Сережа. Она же вот приближать должна. Я не понимаю вообще. Не-не, Дима, оставайся. Человек, который понимает. Я понял.